Это видео о том, как обрезать каланхоэ. Сейчас я буду обрезать каланхоэ Блосфельда и покажу результат обрезки на пенек на примере каланхоэ каландива. Как правило, обрезку каланхоэ делают после цветения. Но часто бывает так, что каланхоэ вытянулась и не цветет. В таком случае применяются омолаживающая обрезка или радикальная, которую еще называют обрезка каланхоэ на пенек. Начну с каланхоэ каландива. Это молодой экземпляр с желтыми цветами. Растение представляет собой один вертикальный побег с пышным соцветием наверху. Чтобы понять, как правильно обрезать каланхоэ, надо знать, как происходит развитие этого растения. В самом начале своей жизни происходит рост одного вертикального стебля и супротивных листьев на нем. Если стебель не прищипывать, то он со временем закончится цветоносом. Цветонос у каланхоэ всегда образуется из верхушечной почки на верхушке побега. Второе название этой почки – терминальная. С появлением цветоноса стебель уже не может продолжать расти вверх, так как он перешел в цветонос. Далее у каланхоэ начинают расти побеги из пазушных почек, то есть из почек, которые находятся в пазухах листьев. Вот у этого желтого каланхоэ каландива вы как раз можете увидеть первый появившийся пазушный побег. Побеги из пазух листьев тоже будут заканчиваться цветоносом. В свою очередь, из пазух их листьев также будут расти новые побеги. Это хорошо видно вот у этого каланхоэ блосфельдиана. Таким образом, со временем каланхоэ загущается, листья и цветки становятся мельче, и растение теряет свою прежнюю красоту. Поэтому цветущие сорта каланхоэ надо регулярно возобновлять и сильно обрезать после цветения. Давайте вначале познакомимся с цветоносом. Образование бутонов на цветоносе происходит постоянно. Появляются новые цветки и увядают старые. Увядшие цветки надо сразу удалять, чтобы стимулировать образование новых цветков. Но и сам цветонос рано или поздно заканчивает производство бутонов, теряет свой декоративный вид и усыхает. Чтобы растение не тратило силы на питание этого цветоноса, его следует удалить, как только начнут усыхать последние цветки на нем. Вот у этого каланхоэ блосфельдиана обрезаны почти все боковые цветоносы, а сам центральный стебель с его цветоносом вытянулся и оголился. На этом цветоносе уже ничего не вырастет, а сам он будет засыхать. А это некрасиво. Его я сейчас буду удалять. Перед обрезкой каланхоэ я не поливаю его минимум неделю. Также не следует поливать каланхоэ в течение нескольких дней после обрезки. Благодаря этому место среза быстрее подсыхает. После обрезки срез необходимо подровнять чистым инструментом. Я оставил 4 листа на главном стебле, потому что в их пазухах находятся побеги с еще хорошими цветоносами, но с небольшими листьями. Я удалю только вот этот цветонос, так как на нем уже мало цветов и он слишком высокий.
удаляю этот цветонос с первой парой листьев. Эти листья у цветоноса всегда маленькие. Из пазух следующих за ними настоящих листьев уже растут новые, но слабые побеги. Каланхоя еще некоторое время будет цвести и давать новые небольшие цветоносы. Но оставшихся листьев слишком много, и они слишком малы, чтобы в будущем дать большие красивые цветоносы. Поэтому через некоторое время, когда потеряют былую красоту оставшиеся цветоносы, я буду обрезать центральный стебель до первых 2 побегов. А оставшиеся 2 побега обрежу на пенек, то есть оставлю всего по 2 нижних листика. После этого я оставлю только один самый сильный вертикальный побег, а остальные удалю. Омолодившаяся каланхоя развивается более активно и образует более толстый стебель. О том, как я буду обрезать каланхоя на пенек, я постараюсь сделать короткое видео. Но уже сейчас я могу показать вам результат обрезки каланхоя на пенек. Вернемся для этого снова к желтому каланхоя каландива. Это каланхоя я обрезал совсем коротко, 8 месяцев назад. Я оставил тогда лишь 1 пару самых нижних листьев. Вот здесь виден срез. Из пазухи каждого листа начали расти побеги. Я оставил самые сильные из них, а второй удалил. Вот здесь вы видите так называемый пенечек. Заметьте, что я не удалял все листья, а оставил по 1 листу у каждой пазушной почки. Но сейчас они уже состарились и отвалились. Ведь это листья предыдущего поколения. Таким образом, единственный побег вырос сильным и красивым. Если бы я его прищипнул, то начали бы расти боковые побеги. Но я не стал этого делать, а захотел вырастить высокое стройное каланхоя. Я отправил его на зимовку, чтобы каланхоя зацвел. И мне это, как всегда, сделать удалось. Вообще, заставить цвести каланхоя можно в любое время года. А о том, что надо делать, чтобы каланхоя зацвел, я расскажу в одном из ближайших видео. Подписывайтесь на канал. Пока, друзья.